Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала, с вами Женя, вы на канале «Счастье в нас самих», где, как всегда, вы можете найти ответы на практически любые вопросы, инструменты для улучшения во всех сферах жизни. Кстати, работаю еще над новыми медитациями и настроями в помощь вам. Ну а также есть практики, ритуалы, настрои, саблиминалы для исполнения любых, даже самых невероятных желаний. И, конечно же, помните, что ваша жизнь – это ваш выбор. Вы сами своими мыслями, своими эмоциями, ну и, соответственно, как причина следствия действиями, притягиваете все то, что с вами происходит, даже если вы в это не верите. Это вселенские законы. И их обойти, к сожалению или к счастью, невозможно. К сожалению, потому что многие притягивают негатив, а к счастью, это потому что можно все это изменить, и все в ваших руках. Так что подумайте и решайте, все равно выбор ваш. Сегодня хочу посмотреть для вас, что же происходит, а вы не видите. Это тут, и для карт, скорее всего, это очевидно, а вы этого не видите. А может быть и видите, но, знаете, старайтесь, как отрицаете. Такое тоже может быть. Сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя, и, конечно, обязательно улыбнитесь. Помните, улыбка улучшает жизнь. Благодарность и улыбка могут кардинально изменить вашу жизнь. Помните об этом. Ну что, чего же вы не видите сегодня? Что тут, а вы не видите? Не видите, что вы на пороге действительно кардинальных перемен, и перемены, которые будут происходить очень быстро. Что-то уже начало меняться, но вы еще этого не осознаете. В какую сторону перемены? Все же зависит от вашего настроя. Как вы себя настроите, туда ваша жизнь не пойдет. Вообще, колесница – это позитивная карта. Единственное, что она очень быстрая. Происходит все, знаете, как по щелчку. Все меняется, все начинает двигаться. Эта карта еще хороша для тех, кто не может найти решения или ответа, у кого происходит в жизни своего рода стагнация. Такое ощущение, что ничего не движется. Так вот, перемены, изменения уже идут. Может быть, они еще не в материальном мире, но они идут к вам. Вы просто еще этого не видите. Тут еще ожидание. Те, кто ждут и постоянно каждый день смотрят и говорят: ой, все то же самое, не поменялось. Это тоже отдаляет изменения, это тоже отдаляет перемены. Давайте посмотрим дальше, что же еще тут, а вы не видите. Ситуации и события, которые сейчас происходят с вами, они у вас вызывают почему-то спорное отношение прежде всего к себе, вызывают определенную неуверенность в себе. И вот эта неуверенность на сегодняшний день не дает вам видеть полную картину того, что с вами происходит. И, скорее всего, мы же сейчас пытаемся уже связать, и, скорее всего, ваша неуверенность и не дает переменам ворваться в вашу жизнь, переменам войти в вашу жизнь. Вам кажется, что это правильно, это же ваше подсознательное ощущение. Может быть, вы даже и не осознаете, что очень во многих ситуациях вы не уверены.
Вам может казаться, что вы делаете все правильно, но вот эта внутренняя неуверенность и останавливает вас. Также обратите внимание на ваше окружение. В вашем окружении есть женщина, смотрите, она по какой-то причине вызывает у вас недоверие. Вот и это недоверие мешает вашему общению, вашему открытию и вот открытию этой женщины вам. Это может касаться как межличностных отношений, я имею в виду мужчина-женщина, а может касаться и кого-то из знакомых, друзей и коллег. И ваша неуверенность в этой женщине мешает вам, самое интересное, что-то сделать, что-то решить для себя. Может быть, женщина предлагает вам свою помощь, а вот ваше недоверие удерживает вас от принятия этой помощи, а вот помощь от этой женщины может и помочь переменам, результатам прийти в вашу жизнь. Подумайте об этом, опять же, как всегда, выбор только ваш. Рассказываю то, что вижу и слышу. И чего еще вы на сегодняшний день не видите? Отношения. Вы почему-то воспринимаете, я просто смотрю, что очень ярко здесь выходит на первый план именно сфера отношений. Вы не видите реального отношения людей к вам. Для мальчиков это именно кто-то из женщин в вашем окружении, потому что опять вышла женщина, и эта женщина, она более открыта, но вы ее как-то воспринимаете тоже, вот опять же, недоверие. Вижу, что здесь у многих из вас вы не видите очевидного, потому что у вас есть недоверие. Прежде всего, опять же, если вы не доверяете окружающим, значит, соответственно, прежде всего вы не доверяете себе, из-за этого и вы и не видите, что есть возможности, что есть решение задач, что есть действительно советы, которые вам вот эти люди, может быть, и дают, и этим советом, скорее всего, можно было бы последовать, но ваше недоверие не дает вам ясно видеть то, что с вами происходит, и ясно видеть и притягивать вот эти вот самые перемены, которые вы бы хотели притянуть. Откройтесь себе прежде всего, доверяйте себе, и тогда вам будет легче и доверять кому-то, и людям будет легче доверять вам. Соответственно, вы не будете один в поле. А один в поле, как говорят, не воин. И вот тут именно в данной ситуации, в данном раскладе мы видим эту картину, что вы своего рода один или одна в поле. А в данной ситуации, в данном раскладе получается, что все-таки доверие, вера, прежде всего в себя и себе, могут вам помочь.